Всем огромный привет! С вами Оксана, и сегодня вместе с вами будем вязать вот эти веселые носки бананы. Они очень смешно, конечно, смотрятся, но, знаете, я скептически к этому относилась, как они сидят на ноге, но на ноге они довольно-таки нормально, хорошо прям сидят. В этих носках не вяжется пятка. Эти носки отлично подойдут для начинающих, так как многие мне пишут, что не могут связать пятку или есть проблемы. И это тот самый вариант, когда можно научиться вязать по кругу и получится носки. Или вы, например, хотите подарить кому-то подарок и не знаете размер ноги. Так вот, эти носки просто идеальные, так как здесь вот надеваешь, а остальное все вот растягивается по ноге как надо. Итак, или, например, деткам, да, вы не знаете, тоже у детей ноги быстро растут, все, если связать из носочной пряжи, она долго носится, и поэтому лучше, конечно, вязать такие тоже можно носочки, которые будут расти вместе с вашим ребенком, так как пятка здесь может менять местами, передвигаться, можно сказать. Носочки так. Также можно подарить как качестве такого веселого развлекательного подарка, красиво их упаковать, и тоже будет смешно и весело. И давайте я расскажу, из чего вязала, на какой размер. Размер может быть любой. У меня это где-то 38, 39, может быть даже 40. На обхват стопы где-то 24 сантиметра, где-то примерно плюс-минус 2 сантиметра. Вязала я из толстенькой пряжи. Это вот такая вот Alize Wool Time. Я думаю, многие ее знают. Это носочная пряжа. 75% супервош и 25% полиамид, 100 грамм, 200 метров. Можно стирать в стиральной машине, цвет 423. Пряжу можно такую приобрести в интернет-магазине пряжа Су, ссылку на магазин, и эту пряжу я оставлю, а также промокод на скидочку. Вы можете эту пряжу купить со скидкой. Итак, от одного моточка у меня вот осталось вот так чуть-чуть, я и планировала израсходовать весь клубочек сюда, и вот немножко осталось. Спицы можно взять чулочные, можно взять налезки. Я вязала спицами вот такими вот налезки. Это Knit Pro, размер 2,5. Так как я вяжу слабо, то я взяла спицы меньшего размера. Если вы вяжете туго, то возьмите спицы троечку. Или, например, вы хотите нашу более по ширину взять, то можно 3-3,5 взять, да? Вот. Я буду вязать вот на таких спицах. Надо обязательно, конечно же, еще маркер для обозначения ряда. Ну, там ножницы это уже само собой. И иголочку для вот мысочек здесь вот такой ленточный. Поэтому здесь стягивается, не надо ничего шивать. Новички не умеют шивать, это проблема. И давайте вот поближе покажу. Здесь вот за счет вот этой гармошки провязан лицевых изнаночных носок сжимается, а здесь за счет резинки растягивается. И поэтому за счет этого носочки сидят очень классно на ножке. А на фотографии вы, конечно же, это увидите, как сидят они на ноге. Обязательно вам покажу. Ну а теперь давайте приступим к вязанию этих замечательных веселых носков. Так, набираем нужное количество петель. Это у меня 49 петель, одна петля для замыкания в круг. А вязать буду на 48 петлях. Берем спицы 2,5 миллиметра, как я говорила в начале видео. Отмеряем длинный хвост, примерно, чтобы нам хватило набрать 49 петель. Берем вот так на 2 пальчика. Спереди заходим, раз, перекручиваем, первая петля готова. И дальше набираем вот на 2 спицы 49 петель. 5.
Итак, смотрите, я набрала 49 петель. Теперь вытаскиваем одну спицу и надо замкнуть в круг. Выталкиваем в двух местах леску. Если вы на 5 спицах, то распределяйте на 5 спиц петли. Так, все. Смотрите обязательно, чтобы ничего не перекрутилось. Вот смотрите, вот здесь. Вот. Не перекрутилось. И замыкаем в круг. Как мы замыкаем в круг? Мы с левой спицы подхватываем петлю, переносим на правую. На правой подхватываем вот последнюю петлю и протягиваем эту петлю, которую подхватили с левой спицы, и скидываем. Все, у нас теперь 48 петель, четное число для вязания резинки, 2 лицевые, 2 изнаночные. Ставим маркер, который будет обозначать у нас начало ряда. Начинаем с одной лицевой петли. Итак, провязываем 1 лицевая, 2 изнаночных. Я вяжу бабушкиными петлями. Если вяжете классика, вяжите классика, 2 изнаночные. Далее вяжем резинку уже обычную, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Провязали, разворачиваемся, если вы первый раз Magic Loop вяжете, вытягиваем спицу, которая у нас подает петли, вытягиваем рабочую спицу, там 2 изнаночные. Да, закончили и продолжаем. Вот здесь хорошенечко подтягиваем первую вот так петельку, чтобы вот здесь не образовалось такой протяжки. И вяжем дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, я заканчиваю петли на этой спице. Вот 2 изнаночных, 2 лицевые. Эту петлю я переношу, так будет удобнее пока вязать. Снова вытягиваю спицу. Если вы первый раз вяжете, да, как бы это неудобно, потом привыкаешь. Так, провязали здесь у нас 2 лицевые, значит здесь продолжаем вязать 2 изнаночных. Здесь снова подтягиваем хорошенько, вот так раз, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и заканчиваем мы 1 лицевой. Вот первый ряд у нас провязан. Перекидываем маркер. Вот здесь можно подтянуть хвостик. И продолжаем. Вот здесь идет 1 лицевая. Значит, вяжем над лицевой, лицевую. Здесь идет 2 изнаночные. Провязываем 2 изнаночные. И так продолжаем вязать. 10 рядов у меня идет резинки. Вот 2 лицевые, 2 изнаночные. Все, я думаю, здесь понятно, да? Вот. Над лицевыми вяжете лицевые, над изнаночными вяжете изнаночные. И так у меня резинка 10 рядов. Смотрите, я провязала 10 рядов резинки, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот у нас начало ряда. Теперь я делю пополам по 24 петли на каждой спице. Но вот здесь у нас начало ряда, поэтому я вытягиваю спицы сейчас. Так, и отсчитываю, так, чтобы не гремели, и отсчитываю 24 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот для этого мы начинали с 1 лицевой. Видите, здесь идут 2 лицевые, мы их делим пополам. Вот. И получается здесь 1 лицевая, здесь 1 лицевая. Со второй стороны точно так же. Здесь 1 лицевая и здесь. Так, теперь мы будем вязать с одной стороны вот эту часть гармошку, а со второй стороны резинку 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, начинаем вязать. Вот здесь будет у нас верх носка, а вот здесь подошва.
И начинаем вязать просто вот эти петли. Мы провязываем все лицевые. 24 петли идут лицевыми. Довязали. А с этой стороны все петли вяжем по узору. Резинка идет 2 лицевые, 2 изнаночные, но здесь начинается с одной лицевой. Если у вас другое количество петель будет, то здесь обязательно надо, чтобы шла дорожка 1 лицевая, либо 2 лицевых, что отделяло от вот этой передней части. И здесь вяжем, где лицевые, лицевые, где изнаночные, вяжем изнаночные. Довязали. Второй ряд точно такой же. Еще 3 ряда мы вяжем. Здесь лицевыми, здесь резинкой. Всего у нас должно получиться 4 ряда. И здесь 4 ряда. Итак, провязываем самостоятельно. Так, смотрите, я провязала 4 ряда. Вот если считать, смотрите, вот. 1, 2, 3, 4. Теперь мы эти петли вяжем изнаночными. Также 4 ряда. Просто берем, я вяжу бабушкиными петлями. Если вы вяжете классика, вяжите классика. И вот все петли эти вяжем изнаночными. 24 петли провязываем изнаночными петлями. Двадцать 24 петли провязала, а петли подошвы мы так и вяжем по узору резинкой. 2 лицевые, 2 изнаночные. Здесь у нас ничего никогда не меняется. Меняется только верхняя часть носка. Довязала и снова продолжаем и повторяем. Сверху мы вяжем изнаночными петлями вот эту часть, изнаночные петли, а здесь снова резинка. Снова вяжем 4 ряда. Вот берем и провязываем изнаночными. Итак, довязываем самостоятельно еще 3 ряда, а всего в общем 4. Так, смотрите, я провязала 4 ряда изнаночными, и теперь повторяем эти 8 рядов. 4 ряда лицевыми, 4 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные. И всего, смотрите, я связала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дорожек, где 4 петли изнаночные. Далее, когда вот довяжете, будем убавлять мысочек. Итак, довязываем самостоятельно, повторяем эти 8. Смотрите, я довязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
полосок изнаночными петлями. И теперь буду делать убавление. Убавки будем делать с двух сторон. Будет ленточное убавление. Можно провязать один лицевой ряд, если хотите. И начинаем убавлять. Первую петлю провязываем лицевой. Далее 2 петли вместе за заднюю правую вот стенку. 2 вместе провязали. Все. Дальше вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли. Так как я вязала бабушкиными петлями, то у меня правая стенка петли, видите, за работой. Поэтому я вяжу за заднюю стенку петли. Вот осталось 3 петли. Разворачиваем правую стенку петли вот таким вот образом, чтобы была она перед работой. Одеваем обратно и провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. И последняя лицевая. Провязали. Разворачиваем вязание. Здесь провязываем все то же самое. 1 лицевая и 2 петли вместе. Смотрите, правая стенка за работой, поэтому я провязываю 2 петли вместе с наклоном влево получается. Вот, провязала. Следующие все петли вяжу лицевыми. И изнаночные, и лицевые, все лицевые. И не дохожу 3 петли. Теперь мы будем вязать только лицевыми петлями. Вот дошла я, 3 петли, вот правую стенку петли разворачиваем, чтобы она была перед работой. И провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот провязала. И последнюю лицевую. Следующий ряд я провязываю просто по кругу лицевыми петлями, не делаю убавления. Убавление мы делаем через один ряд. Вот этот ряд мы вяжем все петли лицевыми. Провязала петли на одной спице и теперь буду вязать петли на второй спице. Также все петли лицевые. Довязала ряд лицевыми петлями. В следующем ряду снова делаю убавление по краям. Провязываю первая лицевая. Здесь, смотрите, правая стенка перед работой, я ее разворачиваю, чтобы она была за работой. И провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли. Вот, правая стенка петли, видите, перед работой, поэтому я просто вот так провязываю 2 вместе с наклоном вправо и лицевая. Со второй стороны повторяю все то же самое. 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, развернуть надо будет стенку петли, и вяжу лицевыми петлями и не довязываю 3 петли.
Вот я дошла, правая стенка петли, смотрите, перед работой я завожу спицу, захватываю 2 петли вместе и провязываю с наклоном вправо и лицевая. Следующий ряд вяжу просто лицевыми петлями без убавок снова. И так повторяем эти 2 ряда. Здесь просто провязываю лицевыми. И убавляем, пока на каждой спице не будет по 12 петель. Итак, убавляем самостоятельно дальше, пока на одной и второй спице не будет по 12 петель. Так, вот, чтобы здесь будет 12 петель и здесь 12. Смотрите, я довязала здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Здесь тоже также 12 петель. Один ряд, вот убавка, и один ряд просто лицевыми петлями. Теперь мы весь ряд провязываем по 2 петли вместе. Вот так заходим и провязываем 2 петли вместе. Одну сторону довязали. Здесь теперь у нас, видите, 6 петель. И теперь вяжем вторую сторону. Тоже так же по 2 петли вместе. И тоже будет, останется у нас здесь 6 петель. Все, провязала. Следующий ряд вяжем по кругу лицевыми петлями без убавления. Просто вот эти 6 петель все вяжем лицевыми, без убавок. Одну сторону провязали и вторую тоже сторону провязываем лицевыми. Провязали. И еще один ряд убавления. Тоже все петли снова вяжем по 2 петли вместе. Вот эти все петли провязываем 2 вместе. Вот один раз 2 вместе, второй раз и третий. Теперь осталось у нас 3 петли. Подтягиваем, разворачиваемся и вот эти тоже петли по 2 вместе провязываем. Вот эти 2 вместе, подтягиваем и вот эти 2 петли вместе и последние. Все, закончили. Теперь отрезаем ниточку, ну, хвостик оставляем небольшой, отрезаем, берем иголку, вот она у меня, вдеваем кончик в иголку, все, и снимаем эти петли. У нас теперь 6 петель, мы их просто вот от себя таким вот образом снимаем, сняли, подтянули. И со второй стороны. Вот так. Точно так же снова берем и снимаем. Все, сняли, затянули хорошо. Еще несколько раз пропускаем. Ну вот один раз еще через петли, вот что видите, пропускаете. Опустили и здесь тоже так же. Все, и на внутреннюю сторону выводим.
Выворачиваем носочек. Подтягиваем. И здесь обязательно надо зафиксировать, чтобы наш носок не распустился. Несколько раз я обычно это делаю. А то всяко может быть. Все. Здесь можно где-нибудь ниточку так немножечко убрать в ряд и отрезать. Все, носочек готов. Еще у нас вот эту нитку надо спрятать. Берем, одеваем иголку, выводим наизнанку. Вот сюда. Вывели. И вот здесь, вот в этот лицевой, мы вот так обвиваем лицевую петлю. И вот здесь продеваем. Все, продели, оттянули, видите, ее не видно. И отрезаем небольшой кончик, оставляем. Все. И носочки, наши бананчики готовы. Вот такой мысочек получился. И вот такие вот бананы. Все. Сейчас покажу, как они смотрятся на ноге.